Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые теплые носочки. Данные носочки у нас идут вот с таким красивым узором по мыску. Вяжутся они очень просто, выглядят при этом очень красиво и интересно. Данные носочки в мастер-классе мы с вами будем вязать на 2 чулочных спицах. Для резинки нам понадобится 2 чулочные спицы, вот номер 3 миллиметра, и вот этот наш основной узор, и заднюю часть, подошву наших носочков мы будем вязать на спицах 3,5 миллиметра. Несмотря на то, что данные носочки у нас вяжутся на 2 чулочных спицах, они у нас идут абсолютно бесшовные. То есть вначале мы с вами свяжем вот эту переднюю часть нашего носочка, где свяжем вот этот красивый ажурный узор. Он у нас идет, видите, посерединке ажур, а по бокам у нас идут 2 жгута. И далее приступим к вывязыванию нашей подошвы и пятки бумеранг. Данные носочки в мастер-классе я буду вязать вот из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет по составу 49% шерсти и 51% акрила. И метраж у данной пряжи идет на 100 грамм 240 метров. В мастер-классе данные носочки я буду вязать на размер ноги 37-38. Но обязательно в процессе вязания я буду говорить, какую деталь нужно связать больше или меньше, для того, чтобы вы смогли связать данные носки на любой размер ноги. Поэтому, друзья, если вам нравятся вот данные носочки, предлагаю сейчас связать их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы, диаметр спиц я взяла 3 миллиметра. Обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 21 петлю. Здесь, смотрите, для любого размера взрослых слитков смело можете набирать это же количество петель. Единственное, если вы вяжете на размер больше, то тогда сейчас можно для вязания резинки также взять спицы 3,5 миллиметра, то есть тот номер спиц, которым мы будем вязать основное полотно нашего носочка. Петли я набрала, одну спицу вытащила, и сейчас будем приступать к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я буду вязать резинку 1 на 1. То есть одну петлю я провяжу лицевой, вторую петлю я провяжу изнаночной. 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Лицевая, изнаночная. Таким образом сейчас заканчиваем вязать этот ряд, провязываем резинку 1 на 1. На протяжении всего вязания все наши последние кромочные петли мы будем провязывать изнаночной петлей. И после этого вязания я сразу же переворачиваю. И сейчас приступаю к вязанию второго ряда. Первую кромочную петлю опять вот я снимаю. И дальше продолжаю вязать все петли по рисунку. То есть вот идет моя изнаночная петля. Я ее провязываю изнаночной. Лицевую петлю я провязываю лицевой. 1 изнаночная и 1 лицевая петля. Изнаночная, лицевая. Таким образом мы сейчас будем вязать нашу резинку на высоту примерно около 5 сантиметров. Итак, вот я провязала высоту моей резинки. Смотрите, высота у меня сейчас получается, ну вот где-то 5,5, может даже 6 сантиметров. И я сейчас провязала здесь 17 рядов. Вот эта наша сторона сейчас будет являться лицевой стороной. То есть вот моя ниточка наборная идет сейчас с левой стороны. Вот моя рабочая ниточка, где я сейчас вяжу мое полотно носочка. Далее сейчас рекомендую взять 2 маркера или 2 ниточки контрастного цвета, так как вот сейчас наши вот эти последние кромочные петли, вот у нас они идут, где мы закончили вязать нашу резинку. Вот я отмечу с одной и со второй стороны вот этими нашими маркерами. Вот.
И после этого мы сейчас будем приступать к вязанию нашего основного узора. Схему на данный узор я сейчас где-нибудь вам ставлю. Схема идет небольшая, поэтому вы можете или распечатать ее, или перерисовать, так как значит, схема у нас будет состоять всего лишь из 10 рядов в высоту. Как я говорила, основной наш узор я буду вязать спицами 3,5 миллиметра. Поэтому сейчас я сразу же беру спицу 3,5 миллиметра и провязывать первый ряд нашего основного узора я буду вот как раз таки сразу на эту спицу. Сейчас мы будем приступать к вязанию первого ряда, где мы будем сразу же распределять наш узор. Первую кромочную петлю я снимаю. И дальше по схеме у нас идет 2 петли лицевых, то есть вот 1 и 2. Далее 2 петли изнаночных. И дальше у нас идут петли нашего жгута. Значит, смотрите, на резинку мы с вами набирали 21 петлю, а наш основной узор, где мы сейчас будем вывязывать переднюю часть нашего носочка, состоит из 23 петель. И там у нас идет 2 жгута. Поэтому сейчас в одном жгуте с одной стороны и в другом жгуте со второй стороны мы прибавим по 1 петле. Далее по схеме у нас идет 6 лицевых петель. Поэтому мы сейчас провяжем 5 лицевых петель и сделаем одну прибавку. Итого получится 6. То есть вот вяжу 1 лицевую, вторую петлю лицевую, и дальше давайте из этой изнаночной петли мы сделаем нашу первую вот эту прибавку. То есть 2 лицевых провязали, дальше вот изнаночную петлю я провязываю лицевой сначала вот за переднюю стеночку петли, петлю с правой спицы я не снимаю и сразу же завожу эту спицу за заднюю стенку этой изнаночной петли и вытягиваю нашу следующую петельку. То есть вот мы из одной петли получили 2 петли. То есть итого у нас уже на спицах вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это петли нашего жгута. Дальше 1 петля изнаночная. И дальше опять у нас идет по схеме 6 петель лицевых. Поэтому мы точно таким же образом сейчас провяжем. Вот 1 лицевая, 2 лицевая. Дальше мы опять делаем прибавку. Вот из изнаночной петли вывязываем 2 петли. Вот 3, не снимаем и сразу же за заднюю стенку провязываем 4 петлю. Дальше продолжаем вязать 5, 6. Дальше 2 изнаночных у нас идет по схеме и 2 петли лицевых. И последнюю кромочную петлю, как я говорила, на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и беру вторую спицу 3,5 миллиметра. Наши изнаночные ряды все мы будем провязывать по рисунку. Петли, как они у нас идут, так мы их и вяжем. То есть вот первую кромочную петлю я снимаю. Дальше у нас идет 2 петли по рисунку изнаночных, 2 петли лицевых. Дальше вот опять 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных, 1 лицевая. Далее 6 изнаночных, 3, 2 лицевых, 2 изнаночных и последняя кромочная петля, мы ее провязываем изнаночной петлей и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Это мы с вами провязали 2 ряда нашего основного узора. Далее приступаем к вязанию 3-го ряда. Вяжем кромочная, 2 петли лицевых, 2 петли изнаночных. Далее идут петли нашего жгута. И сейчас в 3-м ряду мы должны сделать перекрещивание в наших жгутах. Для этого я сейчас возьму вспомогательную спицу и на эту вспомогательную спицу сниму 3 петли и эти 3 петли оставлю за работой. Далее мы сейчас провяжем 3 петли лицевых с основной спицы. Вот 1, 2, 3. После чего берем нашу вспомогательную спицу, которую мы оставляли вот за работой, и со вспомогательной спицы этих 3 петли, которые мы снимали, мы также провяжем лицевыми.
Далее по схеме у нас идет 1 петля изнаночная, и дальше идет опять наш жгут. Сейчас мы также снимаем 3 петли на вспомогательную спицу, только сейчас мы их оставляем перед работой. И далее вяжем 3 петли сначала с основной спицы лицевых, после чего провязываем 3 петли лицевых со вспомогательной спицы, которую мы оставляли перед работой. 1, 2, 3. Далее у нас по схеме получается 2 петли изнаночных, 2 петли лицевых, и последняя кромочная, мы ее провязываем изнаночной петлей. То есть вот мы провязали 3-й ряд и сделали перекрещивание в наших жгутах. Теперь наш 4-й изнаночный ряд мы провязываем все петли по рисунку. То есть так как они у нас идут, так мы их и провязываем. То есть изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. 5-й лицевой ряд нашего основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю, далее по схеме вяжем 2 петли лицевых, 2 петли изнаночных. Дальше у нас идет 3 петли лицевых, 1, 2, 3, после чего мы делаем накид. Накид я делаю вот, набрасываю рабочую нить вот на спицу от себя, и дальше мы вяжем по схеме 2 лицевых петли. Далее по схеме у нас идет стрелочка. Эта стрелочка обозначает, что следующих 3 петли мы должны провязать вместе. Значит, смотрите, каким образом мы будем провязывать наши 3 петли вместе. Сейчас вот здесь у нас идет средняя петля изнаночная, и дальше вот эта петля у нас идет лицевая. Значит, мы сейчас должны сделать так, чтобы у этих 2 петель правая стенка петли была перед работой, то есть впереди. То есть у изнаночной этой петли эта стенка у меня сейчас, вот если посмотреть, и расположена перед работой, а у этой лицевой петли эта стенка расположена за работой. Поэтому эту лицевую петлю я сниму и переверну таким образом, чтобы вот правая стенка была перед работой. Далее, после того, как у этих 2 петель эта стенка вот впереди правая, далее эти 2 петли я должна снять, просто не провязывая на правую спицу. Вот я эти 2 петли сейчас просто снимаю, вот завожу правую спицу вот за вот эту переднюю стенку вот таким вот образом и снимаю. Следующую нашу петлю лицевую я провяжу лицевой, и после чего вот эти 2 петли, которые мы сняли, мы вот таким образом берем сейчас вот и накидываем на только что провязанную петлю. Вот так у нас должно сейчас получиться. То есть таким образом наша вот эта центральная петля изнаночная сейчас расположена ровно посерединке, а правая и левая петля, которые вот были у нас, они ушли назад. Дальше мы по схеме вяжем 2 петли лицевых, 1, 2, накид делаем вот от себя, 3 петли лицевых, 2, 3, 2 петли изнаночных, 2 лицевых, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. Вязание я переворачиваю и вяжем наш 6-й изнаночный ряд. Все петли провязываем по рисунку, то есть у нас будет получаться: первую петлю кромочную снимаю, далее 2 петли изнаночных, 2 петли лицевых, далее смотрите, изнаночными вяжем вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 петель изнаночных я провязала. Далее 2 петли лицевых, 2 петли изнаночных и кромочная изнаночной петлей. И сейчас мы приступаем сразу же к вязанию 7-го лицевого ряда. Первую кромочную я петлю снимаю, далее по схеме 2 лицевых, 2 изнаночных. Далее вяжем 4 лицевых петли, 1, 2, 3, 4. Дальше делаем вот накид от себя,
1 петля лицевая. И опять идет наша стрелочка. То есть у нас здесь получается вот уже 3 лицевых петли, так как здесь мы эту петлю провязали также лицевой, изнаночную среднюю. Эти 3 лицевых петли мы должны провязать 3 вместе. Поэтому сейчас посмотрите на ваши эти лицевые петли. То есть нужно сейчас сделать так, чтобы правая стенка ваших петель была перед работой. У меня она за работой, так как изнаночные петли я вяжу бабушкиным, а не классическим способом. То есть когда я провязывала изнаночный ряд. Поэтому я вначале эти лицевые петли переверну таким образом, чтобы правая вот стенка была перед работой. Далее эти 2 лицевых петли, которые вот я сейчас перевернула, я их снимаю. То есть правую спицу я завожу вот слева направо, вот за переднюю стенку и просто переснимаю. Далее третью вот эту нашу петлю я провязываю лицевой. И после чего эти 2 петли, которые мы сейчас с вами переворачивали, потом просто переснимали, я набрасываю и спускаю на только что провязанную вот петлю. И видите, наша вот эта центральная петля ровно идет посередине, то есть здесь ничего нигде не перекручено. Далее мы продолжаем вязать все наши петли. 1 лицевая, накид, 4 лицевых, 2, 3, 4, 2 изнаночных, 2 лицевых и последнюю кромочную изнаночной петлей провязываем. Вязание переворачиваем на изнаночную сторону и опять вяжем все петли наши по рисунку. То есть это мы вяжем 8 изнаночный ряд и вяжем мы его точно таким же образом, как мы с вами вязали и 6 наш ряд. 9 лицевой ряд. По схеме опять вяжем первую кромочную петлю, я снимаю, 2 петли лицевых, 2 петли изнаночных. Далее мы с вами вяжем 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем вот накид от себя и сразу же следующих 3 петли мы опять должны провязать 3 вместе. Поэтому эти 2 лицевые петли я сначала переверну так, чтобы правая стенка была перед работой. После чего вот я их снимаю вот таким вот образом. Следующую нашу третью петлю я провязываю лицевой. И далее 2 петли снятые мы накидываем и спускаем на провязанную вот петлю. То есть вот ровно у нас идет наша лицевая дорожка посерединке. Вот наш накид идет. Далее опять делаем накид, вяжем 5 лицевых петель, 2, 3. Далее 2 петли мы вяжем изнаночными, 2 петли лицевыми. И последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей. И вязание мы переворачиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы все петли провязываем по рисунку. То есть так, как они у нас идут, так мы их и провязываем. Наши накиды мы провязываем вот также изнаночной петлей за длинную вот нашу стеночку, так, чтобы у нас образовывалась дырочка. То есть вот идет изнаночная, опять наш накид мы провязываем изнаночной и вяжем этот наш ряд до конца. Итак, вот мы с вами провязали 10 рядов, это и есть раппорт нашего узора, который вот только что мы с вами вместе провязали. Далее мы наше вязание опять повторяем с 1 по 10 ряд. Давайте вместе начнем, а далее по схеме продолжите вязать наш мысок самостоятельно. Значит, смотрите, первую кромочную петлю я снимаю. Далее у нас идет по схеме 2 лицевых, 2 изнаночных. Далее 6 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующую вот центральную петлю мы сейчас должны провязать изнаночной. Далее опять 6 петель лицевых. 2 петли изнаночных, 2 лицевых и кромочная.
Далее наш второй раппорт продолжаем вязать самостоятельно. Итак, вот я провязала 2 полноценных раппорта. Один раппорт равен 10 провязанным рядам. Вот эта часть нашего носка, которую мы сейчас только что с вами вместе провязали, будет являться вот голенищем нашего носка. То есть вот резинка и 2 раппорта. Далее у нас будет идти наш мысок. Мысок мы будем вязать точно таким же образом, как мы вязали и вот этот наш участок. Единственное, сейчас вот этот наш момент, где мы как бы вот закончили вязать наше голенище и будем переходить к вязанию вот уже непосредственно нашего мыска, мы сейчас этот участок также отметим вот маркерами, так же как мы с вами отмечали и нашу резинку. Поэтому здесь вот эти наши кромочные петли, то есть вот идет петля, которая находится на спицах, и вот ниже наша кромочная петля. Вот с одной стороны я отмечу вот маркером, и с другой стороны нашу кромочную петлю я также вот отмечу маркером. И сейчас мы наш носок будем продолжать вязать дальше по нашей схеме, которую мы с вами только что разобрали и вместе провязали. Теперь сколько же сейчас я буду провязывать наших раппортов? 2 раппорта вот мы провязали, значит еще сейчас самостоятельно каждый из нас провяжет 1, 2, 3, 4 полноценных раппорта. Далее вот здесь мы будем немножечко заужать наш мысок. Поэтому смотрите, если, к примеру, вам нужны носочки на размер больше, то вам тогда придется связать, допустим, не 4, а возможно 5 раппортов. Или, к примеру, если вам нужны носочки на размер меньше, то, соответственно, вам нужно сейчас будет провязать немножко меньшее количество раппортов. Опять же, здесь очень важно еще ориентироваться не на количество провязанных раппортов, так как, возможно, плотность у нас отличается, или вы данные носочки будете вязать из другой пряжи, а самое главное, нужно будет ориентироваться на количество сантиметров, которые у нас получается каждая из этих деталей. В процессе вязания, когда мы сейчас с вами довяжем до убавок, я измерю вот эту нашу общую заготовку в сантиметрах. Опять же, здесь какой еще момент? Если, к примеру, вы сейчас свяжете мысок, сделаете убавление, и потом окажется, что, к примеру, носочки вам или немножко маловаты, или наоборот великоваты, то вот здесь в этом моменте, когда мы будем приступать к вязанию нашей пятки, этот момент можно будет отрегулировать. То есть здесь плюс-минус там несколько сантиметров, если вы или больше, или меньше провяжете, ничего страшного в этом не будет. Так как вот здесь в этом моменте перед вывязыванием нашей пятки я вам скажу, каким образом можно это отрегулировать так, чтобы носочек сел идеально именно на вашу ногу. Итак, вот я провязала всю высоту вот этой моей заготовки до наших убавок. И давайте сразу измерим общую высоту. И она у нас получается, ну вот где-то 27 с половиной сантиметров. Общая высота. Теперь мы будем приступать к убавлению наших петель. Значит, смотрите, как понять, сколько нам необходимо убавить петель. Мы берем общее количество петель, которые у нас сейчас находятся на спицах. То есть в моем случае это 23 и делим на 3. Это получается, что одна боковая часть у меня будет состоять из 8 петель, вторая боковая часть также будет состоять из 8 петель, и центральная часть у меня будет состоять из 7 петель. То есть 8, 7 и 8. То есть таким образом мы сейчас должны убавлять петли нашего мыска до тех пор, пока у нас на спицах не останется 7 петель. Убавлять наши петли я буду вот с сохранением нашего рисунка. Сейчас и на этом этапе перед убавлениями наши кромочные вот петли мы отметим также маркерами. То есть вот с одной стороны. И также отметим маркером кромочную петлю сбоку со второй стороны. И сейчас мы будем продолжать вязать также наш раппорт. То есть я провязала вот 6 полноценных раппортов и приступаю к вязанию 7-го раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю. И дальше получается наш первый ряд 7-го раппорта. Я все петли провяжу
по схеме. То есть здесь никаких убавлений я делать не буду. То есть кромочная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 6 петель лицевых, 1 изнаночная, 6 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых и кромочная изнаночной петлей. Второй изнаночный ряд мы все петли провязываем по рисунку, то есть так как они у нас идут, так мы их сейчас и провязываем. Третий ряд нашего 7-го раппорта. Первую кромочную петлю снимаю, далее по схеме 2 лицевых, 2 изнаночных, и сейчас мы делаем переплетение в нашем первом жгуте. 3 петли снимаю, на вспомогательную спицу оставляю за работой. Далее мы будем делать в наших жгутах убавки. То есть вот получается первую и вторую петлю мы сейчас провязываем 2 петли вместе лицевой петлей и еще 1 лицевую петлю. Далее берем вспомогательную спицу, которую я сейчас оставляла за работой, и со вспомогательной спицы я также провязываю первую и вторую петлю 2 вместе лицевой петлей и еще 1 лицевую петлю. То есть сейчас мы сделали перекрещивание в первом нашем жгуте, и в нашем как раз таки первом жгуте мы убавили 2 петли. Далее мы вяжем 1 петлю изнаночную, и идет следующий наш жгут. Первые 3 петли я снимаю на вспомогательную спицу, и сейчас я их оставляю перед работой. Далее первую и вторую петлю с левой спицы я провязываю 2 вместе лицевой петлей. Далее идет еще 1 лицевая петля, после чего беру вспомогательную спицу, которую я сейчас оставляла перед работой, и со вспомогательной спицы я провязываю также первую и вторую петлю 2 вместе лицевой петлей, после чего провязываю еще 1 лицевую петлю. Это мы сделали убавление и во втором нашем жгуте. Далее 2 петли изнаночных, 2 петли лицевых и кромочная изнаночной петлей. Четвертый изнаночный ряд провязываем все петли по рисунку. Пятый ряд нашего 7-го раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее по схеме у нас идет 2 петли лицевых, 2 петли изнаночных. Далее, с учетом того, что здесь мы делали убавление, то у нас сейчас получается в пятом нашем ряду не 3 петли мы должны провязать, а 2 петли. Поэтому вот я провязываю 2 петли. Далее здесь мы должны были бы сделать накид. Но сейчас мы эти накиды делать не будем. За счет того, что накиды мы сейчас эти делать не будем, у нас будет происходить убавление наших петель. Поэтому, значит, вот 2 изнаночных, 2 лицевых. Далее накид мы не делаем и вяжем 1 лицевую петлю, так как в предыдущем ряду мы делали убавки. Теперь вот эти 3 петли мы должны провязать 3 петли вместе. Здесь эту лицевую петлю я вначале вот переворачиваю так, чтобы правая стенка петли была перед работой. Далее изнаночную и лицевую петлю я вот переснимаю вот таким вот образом. После чего провязываю 1 лицевую петлю и 2 снятые петли я протягиваю и спускаю через провязанную. Далее мы вяжем, вот получается у нас 1, 2, 3 петли лицевых, 2 петли изнаночных, 2 петли лицевых и кромочная. То есть в этом нашем ряду за счет того, что мы не делали наши накиды, мы еще убавили 2 петли. Далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, и 6-й изнаночный ряд мы провязываем все петли по рисунку. 7-й ряд нашего 7-го раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю, далее вяжем 2 петли лицевых, 2 петли изнаночных. Далее с учетом наших убавок у нас получается 2 петли лицевых, и далее вот этих 3 петли следующих мы также должны провязать 3 вместе. Поэтому сначала первую и вторую лицевую петлю я переворачиваю таким образом, чтобы правая стенка была перед работой. Вот. Далее эти 3 петли, после того как стеночку я эту поменяла местами, снимаю на правую спицу, вот не провязывая. Далее провязываю 1 петлю лицевую, после чего 2 снятые петли набрасываю на провязанную петлю.
Вот, чтобы у нас ровно наша центральная петля была по центру. Далее по схеме у нас получается с учетом наших убавок 2 лицевых, 2 петли изнаночных, 2 лицевых, кромочная. Далее 8 изнаночный ряд провязываем все петли по рисунку. 9 ряд убавок. Первую кромочную снимаю, далее вяжу по рисунку 2 лицевых и 2 изнаночных петли. Далее с учетом наших убавок мы провязываем 1 лицевую, и следующих 3 петли мы опять должны провязать 3 вместе. Поэтому сначала я их переворачиваю, переснимаю, потом 1 петлю третью провязываю лицевой и 2 снятые протягиваю и спускаю через провязанную. Далее 1 лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых и кромочная. 10 изнаночный ряд провязываем все петли по рисунку. Итак, мы с вами провязали 10 рядов, и это получается мы с вами провязали 7 наш раппорт. Но петель у нас по-прежнему остается больше, нежели нам необходимо. Поэтому мы дальше продолжаем убавлять наши петли. Вяжем 11 ряд убавок. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее у нас идут 2 лицевых петли. Здесь эти 2 лицевых петли мы сейчас провяжем 2 вместе. Вот лицевой петлей. Я провяжу заднюю стеночку. Далее у нас получается 2 петли изнаночных. И теперь вот у нас идет 3 центральных лицевых петли. Сейчас мы эти 3 петли провяжем также 3 вместе. То есть сначала мы первую и вторую петлю я переверну так, чтобы правая стенка была перед работой. Далее эти 2 петли я пересниму вот таким образом. Следующую третью петлю я провяжу лицевой, и далее 2 снятые петли я набрасываю и вот протягиваю через провязанную. Далее по схеме 2 изнаночных, и следующих 2 петли лицевых я также провяжу 2 вместе вот лицевой петлей, и последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной петлей. Далее 12 изнаночный ряд мы провяжем все петли по рисунку, то есть так как они у нас идут, так мы их и провяжем сейчас. И сейчас мы с вами провяжем вот последний ряд именно наших убавок, то есть нам осталось убавить только 2 петли. Поэтому первую кромочную я снимаю. Далее по рисунку у нас идет 1 лицевая. И вот здесь следующих этих 2 изнаночных петли я провяжу 2 вместе изнаночной петлей. Далее 1 лицевая, 2 петли вместе вот изнаночной петлей, 1 лицевая и последняя кромочная изнаночной. У нас сейчас на спицах вот как раз получается ровно 7 петель. Вязание переворачиваю, и наш изнаночный ряд я провязываю все петли по рисунку. То есть так как они у нас идут, так мы их и провязываем. Вот мы с вами вывязали всю переднюю часть нашего носочка и сделали наши убавки. Теперь давайте измерим нашу заготовку в сантиметрах, и получается, ну вот где-то 32 с половиной сантиметра общая высота. То есть если мы сейчас измерим именно наши убавки, у нас заняли где-то примерно 4-4,5 сантиметра. Теперь мы будем приступать к вязанию нашей подошвы. Нашу подошву я буду вязать лицевой гладью. То есть у нас сейчас на спицах 7 петель. Сейчас в конце каждого ряда из кромочной петли мы будем поднимать одну петельку до наших вот этих маркеров. Это вот специально мы этот момент отметили маркером. Давайте посчитаем, сколько у нас в итоге должно получиться петель. То есть вот до маркера с этой стороны считаем кромочные наши петли. Смотрите, вот 1, 2, 3, 4 кромочные, 5, 6 и вот здесь 7. То есть 7 петель здесь плюс 7 петель, которые у нас сейчас находятся вот на спицах. Это уже у нас получается 14 петель. Дальше считаем кромочная, следующая вот 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. То есть в итоге после всех наших прибавок у нас на спицах должна быть
21 петля. Переднюю часть нашего носочка мы вязали из 23 петель, так как здесь у нас идут жгуты, и они все-таки немножечко стягивают полотно, поэтому сейчас мы здесь, когда доберем наши петли, мы должны вернуться к этому же количеству петель, которые мы набирали и для нашей резинки. Поэтому вяжем, получается, первый ряд нашей подошвы. Все петли мы сейчас будем в лицевом ряду провязывать лицевыми, в изнаночном ряду мы их будем провязывать изнаночными. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли до конца этого ряда вот я вяжу лицевыми. Последнюю петлю здесь я также провязываю лицевой. И далее в конце каждого ряда я буду поднимать по одной кромочной петли. Смотрите, если мы рассмотрим нашу кромочную петлю, вот она у нас идет первая наша петелька, значит у нашей петли есть две дужки. Вот верхняя и нижняя, или правая и левая, соответственно. И я сейчас буду поднимать ту дужку, которая расположена ближе к изнаночной вот стороне. То есть вот петля, и я поднимаю ту дужку, которая расположена ближе к изнанке. И эту петлю я сейчас провязываю изнаночной петлей. И вязание я сразу переворачиваю на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я здесь буду снимать сейчас. Дальше все петли до конца этого ряда, это мы вяжем изнаночный ряд, поэтому эти петли мы все провязываем изнаночными. То есть вот изнаночная, и вот идет наша следующая кромочная петля. Вот она у нас идет. Я поднимаю также ту дужку петли, которая расположена вот ближе к изнаночной стороне. И эту петлю я также провязываю изнаночной петлей. Здесь, когда мы будем поднимать кромочные петли, эти стыки стараемся хорошенечко подтянуть, после чего вязание переворачиваем, вот получается, на лицевую сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше опять все петли в лицевом нашем ряду провязываю лицевыми. Вот последнюю петлю я также здесь провязываю лицевой, и здесь я смотрю нашу следующую петлю. Получается, следующую петлю, которую я должна поднять, вот если развернуть, здесь все четко видно. Вот она у нас идет. Это дужка петли. Я ее поднимаю, после чего провязываю изнаночной петлей, и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. И опять первую снимаю петлю. И дальше все остальные петли я провязываю изнаночными. Это в нашем изнаночном ряду. Изнаночная. И вот идет наша следующая кромочная петля. Вот она у нас идет. И эту петлю, которую я подняла, провязываю изнаночной петлей. И снова вязание переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом мы делаем сейчас прибавки в конце каждого ряда, поднимая поочередно по одной кромочной петли. То есть таким образом, когда мы довяжем до наших маркеров, то есть вот здесь до наших маркеров, у меня сейчас на спицах должна быть в итоге 21 петля. Итак, вот я провязала наш вот этот вот мысок, где у нас идут наши пальчики. На спицах у меня сейчас вот ровно 21 петля. И вот если посмотреть по кромочным вот этим петлям, я ровненько довязала с одной и соответственно вот с другой стороны до наших этих маркеров. Теперь вот эти наши маркеры можем уже убрать. И теперь, когда у нас на спицах вот ровно то количество петель, которое нам и необходимо, мы дальше просто будем продолжать вязать нашу подошву. Сейчас я покажу, каким образом мы будем продолжать вязать нашу подошву. То есть никаких прибавок нам больше делать не нужно. Нам нужно, чтобы наше количество петель сохранялось. При этом мы дальше будем продолжать набирать наши петли вот в конце каждого ряда из кромочной петли. Поэтому вот вяжу следующий ряд подошвы именно. Первую кромочную петлю я снимаю. Дальше все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Единственное, сейчас я не довязываю до конца двух петель.
Вот когда у нас в конце ряда осталось 2 петли, первую и вторую петлю я сейчас провязываю 2 вместе лицевой петлей, после чего поднимаю следующую петлю из кромочной. То есть вот наша петля, вот она у нас кромочная, где у нас был только что маркер. Я поднимать также буду ту стенку петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне. Вот она у нас идет, эта стенка петли кромочной, и дальше эту петлю я провязываю в конце ряда изнаночной петлей, подтягиваю хорошенько все ниточки, и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. И дальше вяжу изнаночный ряд. Первую кромочную петлю снимаю. Дальше все петли до конца ряда вяжу изнаночными, опять не довязывая 2 петель. И вот, когда в конце изнаночного ряда у нас осталось 2 петли, эти 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной петлей, хорошенько подтягиваем, после чего не забываем поднимать нашу следующую кромочную петлю. То есть здесь вот она видна хорошо, вот она, это наша кромочная петля и стенка петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне, и эту петлю, которую я подняла из кромочной, я провяжу изнаночной петлей. Ниточки подтягиваем и вязание переворачиваю вот на лицевую сторону. Таким образом мы сейчас будем продолжать вязать нашу подошву. То есть в конце ряда мы провязываем сначала 2 петли вместе, после чего поднимаем 1 петлю из нашей кромочной петли. То есть здесь наши петли вот четко хорошо видны. То есть вот 1, 2, 3, 4 и так далее. Это с одной стороны, и вот с другой стороны. То есть если посмотреть, здесь вот четко эти петли видны. Вот 1, 2, 3 и так далее. Таким образом мы сейчас продолжаем вязать вот эту нашу подошву, и вот до этих маркеров мы вяжем нашу подошву просто ровным полотном. Итак, вот я провязала нашу подошву. Вот таким образом у нас выглядит наш вот этот стык. Все идет с обеих сторон аккуратно вот и красиво. Теперь мы будем приступать к увязыванию нашей пятки. Как я говорила, что вот именно на этом этапе можно будет еще дополнительно отрегулировать размер наших носков, если, к примеру, здесь при провязывании передней части вы, допустим, немножечко ошиблись, связали больше или меньшее количество рядов, нежели вам необходимо. Значит, смотрите, если сейчас мы наш носочек оденем на ногу, то вот этот наш стык у нас должен быть примерно, вот если мы посмотрим на носочек, готовый уже здесь, вот этот стык, до которого мы сейчас с вами провязали. И он у нас должен быть примерно в районе большой вот этой нашей косточки. И вот дальше как раз таки мы будем вывязывать нашу пятку. То есть мы одеваем хорошенько все, натягиваем так, как вы хотели, чтобы эти носочки вот именно сидели на ноге. То есть если, к примеру, вы сейчас этот носочек вот померили на ногу, натянули это так, чтобы это было в первую очередь комфортно и вот красиво, то есть нигде ничего лишнего не висело, и вы понимаете, что этого расстояния, вот этого, которое мы сейчас с вами провязали, вам недостаточно, то можно сейчас продолжить немножечко провязать эту подошву вверх. Тем самым вы увеличите количество рядов для нашей ступни, но за счет этого носочки у нас получатся немножечко короче. Соответственно, и наоборот, если, к примеру, вы померили и этого расстояния вам много, то можно подраспустить несколько рядов. За счет этого подошва у вас вот это получится меньше, то есть так, как вам и необходимо, но за счет того, что здесь мы несколько рядов распустим, эти несколько рядов у нас уйдут в верхнюю часть нашего носочка, они у нас получатся там, допустим, на 1-2 сантиметра выше, нежели вот я показываю в мастер-классе. Ну а я сейчас, после того, как я провязала нашу ступню до, вот как я сказала, наших маркеров, буду приступать к вывязыванию нашей пятки. То есть сейчас мы вяжем вот все петли лицевые, не довязывая до конца нашего ряда 3 петель.
И вот в конце ряда у меня осталось 3 петли. Первую и вторую петлю я сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей, и последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной. Никаких кромочных петель я здесь сейчас поднимать не буду, и сразу же после нашей вот этой убавки я вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную я снимаю, и дальше все петли в изнаночном нашем ряду я провязываю изнаночными. Опять не довязываю до конца этого ряда 3 петель. В конце ряда у меня также осталось 3 петли. Первую и вторую петлю я сейчас провязываю в изнаночном нашем ряду 2 вместе изнаночной петлей. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом мы сейчас будем вязать вот нашу пятку, делая убавление в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного. То есть не довязываем 3 петли, после чего вот первую и вторую петлю провязываем 2 вместе с лицевой стороны лицевой петлей, с изнаночной стороны мы их провязываем изнаночной петлей. Значит, теперь как же нам понять, сколько нам необходимо сделать этих убавлений? Для этого мы берем наше общее количество петель, которое у нас было на спице, то есть в моем случае 21 петля. И эту 21 петлю я делю на 3 части, и это у меня получается 7. То есть я делаю наше убавление в конце каждого ряда, пока у меня на спицах не останется 7 петель. Итак, вот я сделала все необходимые убавки с одной стороны и вот с другой стороны, и у меня сейчас на спицах осталось 7 петель. Теперь точно таким же образом, как здесь мы вывязывали наш мысок, мы сейчас будем продолжать вязать нашу пятку. То есть в конце каждого ряда мы теперь будем из кромочной петли поднимать одну петельку до тех пор, пока у нас опять на спицах не будет 21 петля. То есть смотрите, вяжем, вот получается лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю и дальше вяжу все петли лицевые. Последнюю петлю я также провязываю лицевой. Вязание вот сейчас можно немножечко развернуть на изнаночную сторону, чтобы нам четко были видны наши кромочные петли. То есть вот эта петля, которую мы сейчас только что провязали, мы ее не трогаем. Вот наша первая кромочная петля. Вот она у нас идет, видите? То есть и сейчас опять ту стенку петли, которая ближе расположена к изнаночной стороне, я поднимаю, и дальше эту петлю я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, дальше все петли в изнаночном нашем ряду я провязываю изнаночными. То есть вот изнаночная. И вот идет наша следующая, вот видна кромочная петля и дужка петли, которая ближе расположена вот к изнаночной стороне, и эту петлю я провязываю изнаночной петлей. Опять вязание переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом в конце каждого ряда мы будем добавлять по одной петли из наших кромочных петель. То есть вот наши эти кромочные петли здесь у нас четко видны. То есть вот у нас идет следующая кромочная петля. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 петель у нас осталось с этой стороны. И здесь смотрим. Вот раз, два, три, четыре, пять и 6. Вот. Итак, вот я провязала чашечку нашей пятки. То есть, повторюсь, точно таким же образом мы ее вязали, как и наш мысок. Вот у меня на спицах снова 21 петля. Теперь вот эту верхнюю часть до нашей резинки мы будем провязывать тоже просто лицевой гладью, точно таким же образом, как мы и вязали основное полотно нашей подошвы. Единственное, смотрите, сейчас вот здесь в этом стыке, то есть между нашими петлями, которые у меня находятся на спице, и между вот петлей, которая у меня отмечена маркером, я сейчас провяжу вот в эти стыки первые наши сейчас ряды, для того чтобы у нас вот здесь в этих стыках не образовывались никакие дырочки.
Поэтому первую кромочную петлю снимаю, и дальше все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Опять мы с вами, единственное, не довязываем сейчас 2 петель. В конце ряда вот у меня осталось 2 петли. Первую и вторую петлю я сейчас провязываю 2 вместе лицевой петлей. И здесь получается вот наш стык, где мы сейчас провязывали нашу ступню. Так, здесь вот между нашим маркером и здесь вот в этом стыке я должна сейчас вот поднять, допустим, вот таким образом как-нибудь эти, вот я 2 дужки петли подниму. Просто здесь нужно поднять вот эти дужки как-нибудь таким образом, чтобы при провязывании не получалось больших дырочек. То есть вот я подняла и эти 2 дужки провязала изнаночной петлей. Хорошенечко вот подтянулась, убедилась, что никаких больших дырочек здесь у меня нету, все хорошо. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны кромочную снимаю. И дальше все петли провязываю изнаночными, опять не довязывая до конца этого ряда 2 петель. Вот у меня осталось 2 петли, первую и вторую петлю с изнаночной стороны я провязываю 2 вместе изнаночной петлей. В этом стыке я также подниму вот дужку какой-нибудь петли, так чтобы при провязывании не образовывалось никаких вот дырочек. И эту петлю я провяжу изнаночной. Все, теперь вот точно таким же образом, как мы с вами только что провязали, только теперь мы будем вставлять именно в кромочные петли. И первая кромочная петля это будет та петля, которая у нас отмечена вот маркером с одной и с другой стороны. Поднимаем мы ту дужку петли, которая расположена ближе вот к изнаночной стороне. Вот они у нас идут, наши кромочные петли. Таким образом вяжем вот эту часть нашего носочка лицевой гладью до нашей резинки, то есть до наших вот этих маркеров. Вяжем эту часть вот точно таким же образом, как и нашу ступню. Итак, вот я провязала верхнюю часть вот после пятки нашего носочка до наших маркеров. Теперь мы будем приступать к вязанию резинки 1 на 1. Напоминаю, что резинку мы с вами вязали спицами 3 миллиметра. Первую кромочную петлю вот я снимаю, и дальше вторую петлю я провязываю вот изнаночной, следующую лицевую, далее изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. То есть вяжем резинку 1 на 1, не довязывая до конца этого ряда 1 петлю. Вот в конце ряда у меня осталась 1 петля. Теперь маркер мы можем уже убрать. Далее вот я провязала изнаночную петлю, и теперь вот эту последнюю нашу петлю я вначале просто пересниму на правую спицу для того, чтобы поднять нам нашу кромочную петлю. Поднимаю я также стенку петли, которая расположена вот ближе к изнаночной стороне. Вот она у нас, эта стеночка петли. Я ее одеваю на спицу, после чего возвращаю обратно нашу последнюю петлю от нашей вот этой задней части. И по рисунку, то есть вот я провязала изнаночную, и с лицевой стороны по рисунку у меня получается следующих 2 петли я провяжу 2 вместе лицевой петлей. То есть последнюю петлю вот нашей задней части и кромочную петлю, которую мы одели на спицу. То есть эти 2 петли я сейчас провязала 2 вместе лицевой петлей по рисунку. И далее сразу же вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Беру вторую спицу 3 миллиметра и продолжаю вязать нашу резинку. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли мы провязываем по рисунку. То есть лицевые лицевыми, изнаночные петли мы вяжем изнаночными. То есть мы вяжем резинку 1 на 1, опять не довязывая до конца этого ряда 1 петлю. Вот в конце ряда у меня осталась 1 петля. Эту петлю я одеваю на правую спицу. Вот маркер наш убираем. И теперь нашу кромочную петлю одеваю вот на спицу, ту стенку петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне. Далее петлю, которая у нас вот была последняя, мы переснимали, возвращаю обратно. То есть вот у нас получается петля
вот нашей вот этой задней части и кромочная петля. Сейчас эти две петли я провяжу 2 вместе по рисунку изнаночной петлей. Кончики хорошенечко здесь в этих стыках подтягиваем и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Кромочную петлю опять снимаю и дальше вяжу 1 изнаночную, 1 лицевую, 1 изнаночную, 1 лицевую. То есть продолжаем вязать резинку 1 на 1, опять не довязывая до конца этого ряда 1 петлю. Когда в конце ряда у нас остается 1 петля, эту петлю я сначала вот одеваю на правую спицу, далее поднимаю кромочную петлю, ту стенку, которая расположена ближе вот к изнаночной стороне, вот она у нас идет. Так, далее петлю возвращаю обратно. То есть вот мы провязывали изнаночную, значит эти 2 петли я сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей. Хорошенечко здесь все подтягиваем и вязание переворачиваем на изнаночную сторону. Таким образом мы вяжем нашу резинку, то есть до конца на необходимую высоту. Опять же, с тем учетом, что закрывать наши петли мы будем по изнаночной стороне. Поэтому вот как раз таки здесь в конце, когда нам нужно будет поднять последнюю кромочную петлю, мы закроем все эти петли и поднимем сразу нашу последнюю петлю. Поэтому сейчас мы это все с вами сделаем вместе. То есть сейчас просто вяжем нашу резинку, поднимая вот наши кромочные петли в конце каждого ряда. Итак, смотрите, вот я провязала нашу резинку с лицевой стороны. Вот здесь я подняла нашу последнюю кромочную петельку и провязала вместе с петлей от нашего основного полотна. И вот с этого края у меня осталось поднять одну последнюю петельку. То есть вот вязание я держу вот изнаночной стороной вверх. И сейчас мы будем приступать к закрытию петель. Значит, первую кромочную петлю я снимаю, дальше по рисунку следующую петлю провязываю лицевой и снятую петлю протягиваю и спускаю через провязанную. Далее у нас идет петля изнаночная, я ее провязываю изнаночной, и петлю, которая у нас была на спице, я ее протягиваю и спускаю через провязанную. То есть вот петля на спице, следующая у нас по рисунку идет лицевая. Провязали, протянули, спустили. Дальше изнаночная. Провязали изнаночной, протянули, спустили. Таким образом закрываем все эти петли до конца. И вот в конце у меня осталась одна последняя петелька. Эту петлю я переснимаю вот на правую спицу. Далее поднимаю нашу последнюю вот здесь. Вот она у нас идет кромочную петлю. Вот. Петлю возвращаю обратно. По рисунку эти 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной петлей, после чего вот протягиваю и спускаю ту петлю, которая у нас была на спице. И вот у нас осталась одна последняя вот эта петелька. Эту петлю я сейчас вытаскиваю вот подлиннее и ниточку от моточка обрезаю. Далее в эту нашу вытянутую петлю, вот она у нас, продеваем кончик от моточка, который мы обрезали, и петельку аккуратно эту здесь мы затягиваем. Теперь наш носочек выворачиваем на изнаночную сторону, и вот по изнаночной стороне вот эти наши 2 кончика с одной вот стороны и с другой стороны прячем самостоятельно любым удобным для вас способом. Вот такие красивые стыки у нас здесь получились. Видите, дорожка из лицевых петель здесь, и вот здесь также дорожка из лицевых петель. И вот, друзья, после того, как по изнаночной стороне мы с вами спрячем все наши кончики, наши носочки полностью с вами готовы. Вот такой красивый у нас получается узор по вот нашей передней части нашего носочка. Дальше здесь у нас вот идет наша пяточка. Далее сейчас, конечно же, я рекомендую наши носочки постирать. После стирки они станут более мягкими
и петельки все наши станут более ровными и красивыми. Друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным, поэтому не забудьте подписаться на мой канал, поставить пальчик вверх этому видео. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.